Dzień dobry wszystkim. Яся. Привет! Смотрите, солнце светит. Скоро будет Пасха в Польше, и сейчас вот делается ярмарка, которая скоро начнет работать. Туалеты, в которые может зайти любой желающий, туалеты будут работать задарма, то есть бесплатно совсем. Это идет подготовка такая к ярмарке, которая будет. Вот здесь вот можно на некоторых стендах уже понять, что будет. Вот здесь вот, например, будет голонка, пура и журок. Я хочу попробовать голонку, журок. А вот что такое пыра? Пыра? Я не знаю. Но бы тоже хотелось попробовать. Так что, когда откроется ярмарка, мы придем сюда пробовать все. Ну, еще, конечно же, тут будут продаваться всякие эксклюзивные товары. Сегодня мы, видите, пришли, гуляем по городу, и я бы хотела поговорить на тему топ мифов. Думаю, это будет интересно. Поехали? Первый миф о Польше, то, что в Польше нет туристов. Это очень большое заблуждение, которое множество людей думают, что это правда так, что Польша не для туристов, и туристам тут делать нечего. Вот видите, я иду по улице, и едет туристический автобус. Это то, о чем я говорила, что в Польше очень и очень много туристов. Буквально каждый день, так как я живу в центре, здесь можно увидеть, услышать везде иностранцев. Мне повезло, я живу в самом центре Познани. И могу увидеть каждый день, как множество туристов из разных стран ходят, фотографируются, ездят и приезжают, смотрят на прекрасную Польшу. Я не была еще в таких городах, как Краков, Гданьск, либо Варшава, но думаю, что там еще больше туристов, потому что Познань это не тоже большой город, но что происходит в столице и в других крупных городах, я даже не представляю. Видите, в Польше, вот именно я сейчас нахожусь в городе Познань, здесь множество туристов. Люди ходят, фотографируются, посещают рестораны, музеи, ходят по улицам и смотрят все вокруг. Поэтому это самый главный и ошибочный миф о Польше. В Польше очень и очень много туристов. Также еще один очень и очень ошибочный миф о Польше – это то, что в Польше живут только поляки. Это тоже миф, это неправда. В Польше живут жители со всех стран мира. Здесь также можно встретить, как и в любой другой развивающейся стране, много разных иностранцев, которые живут здесь, работают. В Польше, как и в любой другой стране, живет множество иностранцев. Здесь также люди разговаривают на всех языках, кто из какой страны приехал, то есть они между собой говорят на своих языках. Один из главных мифов о Польше, что в Польше нет иностранцев. Есть, они живут здесь и все хорошо. Еще один очень распространенный миф о Польше – это то, что в Польше нет ЛГБТ. Вот, кстати, когда я ехала в Польшу, я думала именно так. Я думала, что здесь этого нет, и в Польше такое не приветствуется. Но, как показала мне именно сама жизнь в Польше, здесь это есть. Когда мы еще только-только сюда приехали, мы увидели здесь множество радужных флагов, которые висели буквально везде, множество людей. Это большинство молодое поколение. Есть еще ночные клубы специально для ЛГБТ-сообществ. Еще здесь, конечно же,
То есть официальные ночные клубы есть, они для ЛГБТ-сообществ. То есть то, что в Польше нет ЛГБТ, это тоже миф. На окнах висят радужные флаги, открытые гей-клубы тоже есть. И правда вот такая вот. Встречала ли я на улице когда-то такое? Нет, не встречала. На улице здесь это не распространено. Здесь на улице это не показывается. Потому что думаю, что многим полякам это не понравится. Еще один миф о Польше, то что здесь, в Польше, все польское. Хочется сказать, что это правда. В Польше существуют все товары, которые могут быть, есть все товары польские. Но также сами поляки, они очень любят и иностранные товары, иностранную какую-то еду, иностранные брендовые вещи, там иностранную технику. Это тоже здесь есть. Многие поляки дают предпочтение польскому, а есть те, кто дает предпочтение иностранным продуктам. Так что это тоже миф, что в Польше только польское. Еще один очень распространенный миф о Польше – это то, что в Польше очень агрессивные люди. То, что поляки – агрессивная нация. Это все миф, это неправда. В Польше очень добрые и спокойные люди. Благодаря, наверное, этому в Польше все приезжие живут хорошо. Так что это очень большой и сильный миф. Конечно же, это неправда. Очень спокойные люди и очень отзывчивые люди и ничуть не агрессивные. Конечно, если дело касается каких-то спортивных матчей, либо же дело касается каких-то соревнований, либо каких-то праздников, то могут возникнуть какие-то ссоры, но я иду по улице, спокойно разговариваю, и никто на меня не кидается и не агрессирует. То есть здесь такого нету, и это все неправда. В Польше не агрессивные люди, но за себя они постоять могут, и если что, то, конечно же, за себя поляки постоят, это 100 и 1000%. А это был топ самых распространенных мифов о Польше. Мы пошли в магазин. Первое, что мы сделаем, это идем до склепу Хебе. А то у меня шкура стала сухой. Взяла овощей еще, помидоры дома закончились, а так у нас почти все овощи дома есть. Я зашла так ненадолго. Может, будочку для яйца взять? Уже всякие шоколадные зайчики выставлены для Пасхи. Да, на Пасху. Выставили, видите, всякие зайчики всякие. О, какой файный. Милка. Видите как? Корзинка по чуть-чуть наполняется. Сейчас еще возьмем что-нибудь и пойдем домой. Гречная нужна. Каша гречная. Вот она у нас. Берем.
хотелось бы сказать всем большое-большое спасибо, что остаетесь с нами, что смотрите наш канал. Bardzo dziękuję wszystkim. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Всем пока-пока. Яся. Пока-пока. И до widzenia.